Ну что, друзья, привет! В канун дня рождения я оказалась в Урле, и мы сегодня с вами на винодельнях, в красивых ботанических садах этого региона. В общем, через Урлу, имейте в виду, тут такие стройки, дороги просто ужасные. Вот. Ну а сейчас я добралась уже до самого въезда в винодельни, и это красота, смотрите. Ой, сосняки, просто красота. Так, вон, видите, Урла, Ки-Урла и Узбаш. И у меня сегодня зарезервирован столик там. Погнали. Так, а мы с вами приехали. Красота. Ну что, это того стоило. Практически час в дороге из Измира. И мы с вами приехали на шикарнейшую винодельню. Это жемчужина этого региона. Виноград уже созрел, вот смотрите. Мы еще тут походим. Видите, грозди. Какая красота. Сейчас тут где-нибудь перепаркуемся. Супер. Как все организовано и стильно. Привет, дорогие друзья, с вами Ева, и это новый влог на моем канале, и мы с вами сегодня в Урле. У меня на днях день рождения, завтра, в общем, поэтому начинаю я праздновать, как обычно, день рождения всегда заранее, и вот сегодня я нахожусь в Урле на винодельне Ки-Урла, Ан-ресторан и Узбаш, известный ботанический сад, там, где продают цветы. В общем, я хочу везде за пару часиков проверим, можно ли уложиться за пару часов, за 2-3 часа продегустировать вино, изучить винодельни и, самое главное, насладиться прекрасной архитектурой этих регионов. Ну, в общем, погнали! Какая красота! Супер! О, боже, какая невероятная красота! Только посмотрите. Merhaba, hoş bulduk. Evet, biliyorum. Aha, güzel. Çok güzel. Şok var. Вы смотрите, на этих... Это не собачки, не как овечки, тут прям пасутся. Боже, какая красота! Невероятно! Какая красота! Тут такой монумент, инсталляция. Давайте-ка посмотрим, что это здесь. Какая красота! Смотрите, как... Мне очень нравятся такие штуки, светильники, я такие люблю очень. Так, off the track symbolizes the forced population exchange. Да, точно. Даниэлла Новелла. Да, ну видите, сейчас мы живем в таком мире, когда вынужденно многие люди перемещаются по этой планете, ищут новый дом. Как бы это не было сложно иногда, и иногда даже трагически, это, конечно, меняет судьбы, вообще меняет людей, вообще нашу планету. И делает, в общем-то, нас ближе друг к другу, объединяет. Ну и вообще, вы знаете, вот я приехала в Виноградники, в преддверии дня рождения, такой, знаете, символ изобилия всегда виноград. Такого, знаете, вот это скорее не богатство, а именно вот такое вот изобилие, когда всего достаточно, когда всего хватает. Боже, смотрите, созрел виноград невероятный. Сейчас попробую какой-нибудь. Вкуснее, ничего не ела. В детстве у нас, мы тоже вырастили виноград, но это был другой. Это такой сладкий. Настолько сладкий. Посмотрите на эти грозди. Посмотрите на эти. Ну, сейчас еще один съем. Но невозможно вкусно. Посмотрите. Просто красота. Слушайте, друзья, это невероятно. Посмотрите на эти пейзажи. Посмотрите на этот вид. И посмотрите на эту счастливую моську. Ну, праздничное настроение, день рожденинское, оно всегда такое.
В прошлом году, если вы не смотрели, здесь оставлю ссылочку на мой прошлый день рождения. Он был в Лондоне. В общем, как год начался в путешествиях, так он, в общем-то, весь год и был в путешествиях. Дай бог, этот год откроем свой соляр именно таким же образом. Вот. Ну что, пошли на дегустацию. Не могу, эти виды невероятные, конечно. Посмотрите. Ай, красота. И никого нету, я приехала, конец сезона. Сегодня 1 октября, как вы уже поняли. Поэтому с первым днем октября, середина осени у нас на дворе, а в Бодруме и в Чешме, и вообще в Эгейском побережье такая вот стоит прекрасная погода. Дегустация уже началась. %13 alkol oranıyla hafif gövdeli bir şarabımız. İçerisinde ise 2 farklı üzümümüz mevcut. Bir tanesi Fransız kökenli Pinot Noir üzümü, diğeri ise Ankara kökenli Kaleci Karası. Kaleci Karası normalde çok farklı bir üzüm türü değil. Fakat biz bütün üzümleri kendi çevrelemizde yetiştiriyoruz. Yani talarla eşleştirebilirsiniz. Açıkçası yanına çok böyle aromatik ve baharatlı yiyecekler tüketmenizi önermem. Çünkü şarabımızın tadına oldukça baskılayacaktır. Biraz daha yağlı bir şarap diyebiliriz. Serendia is a Latin word, but in English it's a serenity. And alcohol level is 13% and 2 different grapes. Pinot Noir is French and Kalecik Karası is from our capital city, Ankara. So Kalecik Karası develops a sweeter and richer aromas in the Urlazoy. So aromas is mostly on the nose, sweet flowers like raspberry, peach, cotton candy and honey. But on the palate, acidic red fruits like strawberry and cherry. We can pair with fruit platters, breadsticks. Actually, I don't recommend aromatic and spicy foods because our wine is very light. It's like a summer wine. %14 alkol oranıyla orta gövdeli bir şarabımız. İçerisinde and 4 different grapes. Boğazkere, Merlot, Shiraz and Cabernet Sauvignon. Boğazkere is local grape from Diyarbakır. It has a dryness because Boğaz means throat and Kere means scratching. Yes. And grape stays in oak barrels for 9 months. So aromas has mostly Fransız yaşatıcılarda olgunlaşıyor. Bu sebeple de aromalarında karaorman meyveleriyle beraber daha çok tarçın, karanfil, böyle karabiber gibi aromatik baharatlar var. Fakat diğer 15 kadar da yıllanma potansiyeli var. Такие богатые ароматы, обалдеть. Так, ну что, 5-е винцо подоспело. Шардоне белое, то у нас розе. Это 2, все 3 красных, разных. Ну-ка. Понюхай. Очень богатые ароматы, кстати говоря. С едой, наверное, прям как дополнительный аперитив. Не знаю, все было 2 парочки, и они выпили все. Я по глоточку, я только розе выпила до конца, потому что действительно вкусно, но это я даже вот просто вот притронулась. Но это, на самом деле, очень сложно. И, значит, билетик сюда, вход стоит на тестинг 300 лир, вам водичка, несколько, вот 5 бокалов, сырок, такой хлебец, и на любое вино, которое вы сейчас купите, 15% скидка. Вот, я вот думаю взять на память в честь дня рождения домой вот этот вот розе. Я вообще люблю розе. Если не просек, то розе можно выпить. Я у него смотрю столько всяких наград. И раньше бутылочка была такая, сейчас она поменялась, видели? Стала теперь вот такая, тоже симпатичная. Серендиас. Ну, попробуем. Знаете, не могу сказать, что я прям огромный там, ценитель вина, и я там езжу по винодельням, но я иногда пробую в каких-то таких местах, что-то мне попадается. Алкоголь для меня это по случаям, поэтому для меня вот эта острота вкуса и аромата очень важна. На самом деле меня поразило настолько богатый, сложный аромат. То есть, наверное, можно перепутать с французскими винами, такие они разносторонние, скажем так, и с каждым глотком открывается по-разному, поэтому
По-разному я читала отзывы об этом месте, но на самом деле сюда действительно стоит приехать. Во-первых, это очень красиво. Сейчас мы снова пойдем туда гулять. Во-вторых, действительно, вино очень интересное. И за такую небольшую, чисто символическую оплату, здесь бесплатная парковка, прекрасный сервис, вы получаете такое прекрасное удовольствие, как вайн-тестинг, и еще скидочку на покупку вина. Класс! Так, мне немножко не хватило розе, забрали все вино, и мне решили добавочки того вина, которое я купила. Так, еще раз его сейчас попробуем с таким красивым видом. Ну-ка. Прекрасный букет. Really delicious. Very tasty. Thank you so much. Вот у меня такая. Опа. Добыча. Ну, как уехать с такой прекрасной винодельни с пустыми руками? Красота. Thank you. Ну что, дегустация того стоит. Мне очень понравилось вино. Действительно, вот я прям каждого глотнула. Видите, я уже такая полупьяненькая, потому что, ну, для человека, который вообще не пьет, это достаточно крепко. И, в общем, мне очень понравился розе, поэтому я купила розе. Очень интересный сложный букет такой. Вот, видите, какая красивая упаковочка. Вот, красный очень, я просто не любитель, но очень такие прям богатые букеты. Вот, люди прям ящиками покупали, потому что, я так понимаю, с 15% скидкой это очень хорошая цена на такое вино. Но самое главное, вы смотрите, какая здесь красота. Смотрите, ну только посмотрите. Свежий воздух. Ой, так сладковато, знаете, за счет этих... Тут кипарисы, виноградники, и рядом вся хвоя. Такие классные ароматы. Видите, вот тут написано на каждом ряду, какой виноград. Какое вино здесь. Классно. Супер! Must visit, ребята. Это прям топ место, которое нужно посетить в Вурле. Слушайте, ну прям классный экспириенс. Если вы отдыхаете в Чишме, Алачаты, или вы отдыхаете в Бодруме или в Измире, просто must visit. Вы должны сюда доехать. Здесь совершенно другая обстановка, нежели в Бодруме, на мой взгляд. И у Урлы своя атмосфера, поэтому, друзья, это прям суперская идея заехать сюда на винишко и на мишленовский ресторан с видом на виноградники. Боже, какой ты сладкий! Ну какой сладкий! Ну какой сладкий пес! Боже! Ну просто! Так, ну что? Давайте попробуем прикинуть время, сколько нужно, особенно таким путешественникам, которые любят успеть много и все за короткое время. Здесь, в Шарап-Черлик, да, ну, в общем, в этой винодельне, где можно устроить себе вайн-тестинг, я провела, ну, где-то 30 минут, сама тестинг, наверное, где-то 10-15 минут, и потом можно прогуляться, купить вино, в общем-то, сделать фоточки и видосики, как я, например. То есть в сумме где-то 30-40 минут вполне достаточно для того, чтобы здесь классно провести время и дальше, например, отправиться в Узбаш. Погнали! Да, называется Hard to believe that we are in Turkey. Сложно поверить, что мы в Турции, и у нас здесь такая красота. Вы посмотрите на этот уровень вообще обустройства. Просто аплодирую стоя. Вау! А вот и все. Все указатели есть.
Ага, вот и тот самый ФАМ. И эти прекрасные прованские виллы. Посмотрите только на эту красоту. Вау. Да, это, конечно, очень здорово. Это, конечно, как говорится, in the middle of nowhere, но это очень стильно. Так, а вот и ресторан дальше Киурла, в котором у меня на 7 вечера забронирован столик. Ну, даже не знаю, это уже прям закат и темно, но, может быть, я за 30 минут быстренько что-нибудь съем и поеду. Вот тут отель. Смотрите, какая невероятная территория. Ну, поскольку времени мало, ходить я тут не буду, поэтому снимаю вам за рулем. Что поделать? Смотрите, какие красоты. Как жаль, что это так далеко, а не так, чтобы каждый мог добраться. Это заход, я так понимаю, в Киурлу. Вы посмотрите, как это восхитительно. Я туда через часик приеду. Ой, какая красота, какая природа, как все здесь чистенько, ухожено. Вы можете себе представить, что Турция потенциально могла бы быть практически вся вот такой. Но неразумный человек, хотел сказать не homo sapiens, а анти-homo sapiens, превращает ее в непонятно что. Смотрите, какие красоты. Смотрите, какие красоты. Смотрите, какая природа. Какой климат. Ну это же невероятно. Так, а мы с вами уже приехали. Вузбаш арборитум. Вот это слово правильно. Вузбаш арборитум. Ну что, вот мы заехали в эту красоту. Въезд, ну, на территорию, входной билетик 250 лир. Я считаю, что читала в комментариях на гугле, народ ругается, за что такие деньги. Я, честно говоря, в шоке. За такой уровень сервиса, ухоженности, чистоты, везде все насажено, красиво, везде все подстрижено. Заплатить 250 лир, кофе сейчас не найти за 250 лир. Вы посмотрите на эту красоту. Поэтому в гугле комментарии жуткие просто, честно говоря. Ну, то есть 200 лир это вообще ни о чем сейчас в Турции. И я считаю, что это абсолютно адекватная, минимальная такая стоимость за то, чтобы посетить такое красивое место. Погнали. Вы посмотрите, какие оливы. Невероятные. Боже. По 500, по 1000 лет. Некоторые и больше. Красота. Так, ну что? Вот мы и приехали. Автопарк. Погнали. Работают они до 6. Работают они до 6. Такие ветряки, смотрите, здесь классные. Супер. Я думала, совсем пусто будет. Нет. Какое-то количество туристов еще есть 1 октября в Турции. О, супер. И парковочка. Смотрите на эти пейзажи. Просто невероятно. Все так удобно. Парковка ухожена. Посмотрите, везде все выложено плиточкой. Сложно, правда, представить. Я была много где во Франции, и в Ницце, и где в Провансе, но, честно, так вот ухоженно и так красиво нигде не было. Прованс, он все равно такой, знаете, весь такой уже потертый, какие-то такие пооды, какие-то вилочки уже такие состаренные. А здесь все такое новенькое, чистенькое, сделано, ну, просто, ну, невероятно. Смотрите, какие здесь природные вообще красоты. Потрясающе. Видите, говорю, я в шоке, я не понимаю, где я. Неужели я в Турции вообще? Что происходит? Не знаю, я точно не в Турции. А, здесь еще магазинчик, надо что-нибудь купить. Смотрите, здесь продают всякие растения. А, у нас же теперь двойная камера, вы же видите то же, что и я. Забываю об этом. Смотрите. Вау, сколько разнообразных и кактусов, и секулентов, сколько все это можно купить. Бонсай, у меня есть такой дома, кстати. Хорошо живет, но надо, конечно, за ним следить, не забывать поливать.
Невероятная красота. Здесь кафетерия, можно выпить кофе. Наверняка что-нибудь перекусить. Красота. Меню всякие разные. Красивые керамические баночки. Каждый час здесь проходит бадди-тур, но нужно зарезервировать. На 5 часов последний тур, оказывается, все уже занято. Ну ничего, я прогуляюсь, мне кажется, это даже прекрасней. После того, как я столько часов провела за рулем. Уже в сумме около 6 часов за сегодня. Поэтому идем нахаживать шаги. Ну что, погнали нахаживать шаги. Рассматриваю тут все эти красоты, просто невероятные. О, а тут, смотрите, гранатовые деревья. В общем, вся флора, это же не фауна, флора, правильно, Турции. Вон, я смотрю, грейпфруты уже, пожалуйста, созрели. Не, ну красота, не, ну вы посмотрите. Вы должны это увидеть. Должны увидеть эти грейпфруты, апельсины, гранаты. Все, что душе угодно. Пожалуйста, все это здесь растет. Все это здесь можно купить. Слушайте, ну я даже рада, что я не поеду на багги. Я вот так вот похожу, порассматриваю, потрогаю. Каждое вообще дерево, каждое растение. О май гад, посмотрите на эти. Это же бонсай, правильно? Вот такие вот огромные. Сейчас покажу. Смотрите, вот моя рука. Я не знаю, сейчас до него дойду. Посмотрите, какой он огромный. Я не видела никогда таких огромных в своей жизни. Невероятно. Так что, видите, всего есть свои плюсы. Хорошо, что здесь не оказалось свободных мест в этом туре. Он был бы все равно, скорее всего, на турецком. Я бы не смогла бы пройтись мимо и понюхать всю эту зелень. О, май гад, вы посмотрите. Вы посмотрите, какие они огромные. Боже, какая красота. Не знаю, меня вот... Вы помните мой последний влог? Я там и говорила, посмотрите мой последний влог из Хельсинки. Он, кстати, еще не вышел, он выйдет через 2 дня. Как раз после моего дня рождения выйдет влог из Хельсинки, там Botanical Garden. И я как раз там говорю, что если в путешествии нету парка или ботанического сада, путешествие не удалось. И так, в общем, это путешествие удалось на все 100. Вы посмотрите на это место. Просто рай для меня. Вау, невероятно. Посмотрите на эти кипарисы. Чувствую себя Алисой в стране чудес. Не знаю, можно так или нет, но очень хочется. Класс. Слушайте, в этом есть какая-то магия. И солнце. Закат. Опа. Невероятно. Эти места в Турции вы себе представляете? Поэтому, если вы еще до сих пор путешествуете в Анталию, сидите, даже если вы едете в Бодрум, вы сидите на пляже, в луже, отеле, ребята, вы многое теряете в этой жизни. Вам нужно ехать сюда. Вам нужно ехать сюда обязательно. Всем обязательно сюда ехать. И поднимать такой туризм, чтобы таких мест появлялось все больше и больше. Что-то из области фантастики. Невероятно. Банановые пальмы. У нас дома такие же растут. Полагаю, что офис какой-то. Может быть, да, похоже на офис. Да, волшебно, конечно. Не вижу никакой проблемы, что все люди на этой земле жили так. Вообще весь мир был красив, благоустроен.
именно таким вот образом. Здесь джим. Какая волшебная территория. Разнообразие, конечно, растений, деревьев, кустарников. Невероятная роскошь просто. В этом замечательном кафетерии, пока дожидаюсь своего ужина, решила взять чашечку кофе. Сделали, нет, овсяного есть, алмонд, милк, бадем. Сейчас попробуем, какое здесь капучино. Ну, так, не очень, конечно, но атмосфера невероятная. Must visit. Если вы бываете в Измире или в Урле, или едете в Чишме, must. Класс. Ну что, друзья, вот мы с вами добрались в Ки Урла. Вот видите, Ан Урла ресторан. У меня сейчас будет супер классный, очень вкусный и красивый ужин. Погнали! Ну что, приехали. Уже с самого начала красота в деталях. Посмотрите, какая красота. Волшебно. О, а вот и ресторан. Красота какая. Я думаю, что здесь, когда зажигаются огоньки вечером, просто восхитительно. Да, и днем какая огромная территория. Впереди бассейн. Смотрите, видите, бассейн. Ну, супер. Ресторан открывается в 7. У меня еще, не знаю, сколько получается, час-полтора часа до открытия ресторана, но я обязательно дождусь. Видите, какая волшебная здесь атмосфера. Да, это просто, это прям люкс, роскошь пахнет, пахнет роскошью. У нас в Бодруме таких мест нет, вы понимаете? В Бодруме таких мест нету. Таких эстетических, даже Скорпиус, это, понимаете, ну, Скорпиус ценники такие, что и там нету такой красоты, там все искусственное, все очень, как сказать, artificial, а здесь все природа, natural, ресурсы, то есть не созданное искусственно, и мы пытаемся что-то состроить, а действительно это вот. Ну это вообще достойно отдельного просто кайф, прям кайф архитектора, прям, моя душа здесь просто радеет за то, какие есть места. А это невероятное, восхитительное лобби. Я здесь сейчас посижу, заряжу свой телефон, согреюсь и дождусь своего ужина. Просто восторг. Ой, тут еще и библиотека. Я, наверное, даже здесь могу сесть на диванчике. Ой, почитать книги. Восхитительно.
Ну, лицо любого места ресторана, конечно же, туалет. Ну, туалет вообще выше всяких похвал. Ну, и ваш покорный слуга, именинник. Ну, это все. Но если пахнет эвкалиптом, если есть эвкалипт, то это место мое. У меня всегда дома есть эвкалипт, обожаю. Прекрасно, все прекрасно. Знаете, это место только-только открылось, и меня даже спрашивают, откуда вы о нас узнали? Вы из Бодрума, а как вы о нас узнали? Вот, я говорю, я когда начала гуглить, что есть в Урле, когда увидела это место, они открылись 2 или 3 месяца назад, и здесь все пахнет, все такое, знаете, новенькое, свеженькое. Это вообще моя любимая вообще фишка, приезжать вот в отели, в какие-то рестораны, которые только-только открылись. Посмотрите, какой красивый бар, видите, там эти капли. Здесь такая библиотека. Мне уже дали, видите, зарядку, пауэрбанк. Сижу, заряжаю. Через час будет ужин. Посмотрим, чем там кормят. Birthday Girl сегодня будет отрываться по полной. Флора, гастрономия, терра-вижу. Есть какие-то непонятные для меня слова, но сама идея прям очень классная. Чем вам не классная решетка? Супер! Ну что, осталось буквально 15 минут, и открывается ресторан. Называется он Ан Урла. Весь этот комплекс отелей называется Ки Урла. Здесь Ува, это wellness часть. Он находится вот под бассейном. Видите, здесь замечательный бассейн, очень красивый. Вот. И там резиденции, там виллы. Туда я не могу пойти, ну, потому что я в отеле этом не останавливаюсь. Но я думаю, что когда-нибудь можно здесь обязательно остановиться. Ну, красивейшее место. Какая ухоженная, эстетичная территория, посмотрите. Просто ботанический сад. Здесь прям такая дорожка. Там вот можно гулять по всей территории. Посмотрите, видите, тропинка туда ведет. Очень красиво. Интересно, что это такое растет. Похоже на эвкалипт, но это не эвкалипт, просто какой-то очень красивый, такой воздушный кустарничек. Закат. О, здесь еще магазинчик есть. Винный погребок. Разные соли. Ого, смокт. Вау, никогда такой не видела. А это узбашевские местные всякие вкусняшки. Оливковое масло. Оливки. Всякие масла. Класс. Тестеры. After 8. Brainstorming. Sweet Dreams. Интересно. Rise and Shine. Сейчас попробуем какой-нибудь и аромалампа. И здесь еще вина. Вот как раз мое вино, да? Вся их коллекция, все их вина, которые они здесь, в общем-то, и выращивают, и создают. Вот ценники на всякие спреи. Очень красиво. О, какой халатик интересный.
красота. Ну что, 7 вечера, закат. Открылся ресторан, зажглись огни. И я иду на праздничный вкусный ужин. Hoş bulduk. Красиво, как огоньки зажглись, лампочки. Просто красота. Сейчас посмотрим, не знаю, внутри или наружу. Наверное, все-таки посижу внутри, потому что, во-первых, здесь тоже невероятно красиво. Самое главное, что здесь теплее. Ой, какая красота. Yeah, beautiful. Of course, it's better, Rosa, because this is a. I wanted to buy this bottle. It's finished. Oh, okay. This old design. This one, yeah. Yes. The old design is, I think, I want. Yes, it's so beautiful. Yeah. I got this new design. I saw the new design. You don't and have. I was like, why? I have a car new design. Let's exchange. I will give you old one. Really? I will give you. I will bring you from car new one design. Can we? I will take it home. Is it okay for you? Then we can do it like that. Yes. If it's alright with you, I can open it. Yes, you will open another one. Yeah. This will be mine for home. Yeah, don't open this. Yeah. I will bring now from car. Yeah. I'll help you. Oh my God, I wanted so much with this design. It's very memorable. Look at this, beautiful. Yeah, no. Yeah, thank you. Nice looking, actually. It's amazing. Focaccia. You cooking everything by yourself, yeah? Yeah. You're in your oven. Nice. Nothing is pre-made. Delicious. Delicious. Да, невероятное место. Сервис, подача. Ну, красота вообще. 3 partners in this hotel. I mean, Turkish owners. Or no, foreigners. One of them, Can Ortabaş. The other one is Selim Özgörki. And the last one is someone named Askar. He's kind of silent partner. For Can Ortabaş designed most of it. The plants and everything. It's a very high quality architecture job for Turkey. Because I'm also architect, I know how much effort needed. It's really nice. Very beautiful. Thank you so much. Thank you. This is This is armola cheese. With armut. Yeah. Armor here and there. Wonderful. You should Thank taste it and those valves fine. Thank you so much. Perfect. Enjoy. Так, друзья, ну давайте что я вам расскажу. Во-первых, была изумительная фокачча. Весь хлеб они готовят здесь. Понятно, что оливковое масло. Мой бокальчик розе. Опять же, это урловское розе, то, которое я купила сегодня, которое я дегустировала и которое они здесь, в общем-то, выращивают. Пробуем. Изумительно легкая, вкусная, невероятно. И вот груша с сыром и с медом. Ну, сейчас будем пробовать. Вау. Вау. Значит, у меня получается грибы, все виды разные грибов, потом spicy honey, острый мед и розмарин. Ну, сейчас будем пробовать. Тончайшая великолепная пицца. Класс.
Друзья, что я могу сказать? Я ничего вкуснее, интереснее по вкусу, мягче, красочнее не ела никогда в своей жизни. Это не про Мишлен, это не про, не знаю, не про какую-то высокую кухню. Это про удивительное сочетание вкусов сладких, слегка соленых, слегка терпких, слегка острых. И все настолько в меру, настолько тонко. Вот этот вот сыр с грушей, это вообще потрясающе. Про этих хлеб, которые разные, всех видов, я вообще молчу. Но вот эта пицца, про которую я... Смотрите на эту пиццу, которую я читала. Во-первых, там грибы, в общем, там какой-то крем-сыр, там вешенки, я так понимаю, потом там шампиньоны, мед. В общем, я вам все это перечисляла, но в общем, это невероятно вкусно. Я не могу записывать видео, потому что я просто хочу, у меня слюнки текут, настолько это вкусно. Ну, и подместное розе, у которого, опять же, очень тонкий такой букет. Ну, в общем, знаете, идеальное сочетание, идеальное место. Архитектору, владельцам просто браво, браво, браво. Класс. Очень вкусно. Закутавшись в пледики, сижу здесь на веранде, и вы знаете, это удивительное просто место. Очень вкусно, это нельзя есть каждый день, я бы даже не сказала, что это еда там на каждую там неделю, но это такая, вы знаете, кухня, которую вот ты приезжаешь, и ты надолго запоминаешь эти вкусы, поэтому это был прекрасный день в Урле, и если вы решите, если будете проезжать мимо, или если даже в 2 часах езды отсюда вы будете, даже в 2, обязательно поедете, не пожалейте время. Но если вы проезжаете по трассе в сторону Шмела, Чаты, то это обязательно то место, в которое вам стоит заглянуть. Получите удивительное удовольствие, вы забудете, что вы в Турции, вы будете думать, я в Италии, во Франции, может быть, еще где-то. Поэтому, друзья, Ки-Урла, Ан-Урла ресторан и Узбаш сад, в котором вам просто невероятно. А, еще Сарапчалык, еще и винодельня, которую вам нужно обязательно попробовать, вайн-тестинг. Поэтому Ки-Урла, замечательный ресторан. Приезжайте сюда. Мне очень понравилось. Невероятный экспириенс. Рада была вас видеть в своем праздничном влоге. До связи. Смотрите, как красиво выглядит территория вечером. Вот. Луна. Достаточно много гостей. Уже к часам к 8 подтянулась. Ну, пока еще такая погода, как раз в пледике можно сидеть пока еще на улице. Ну что, пока Урла, руки заняты бутылочкой вина. Вот, ну что, пока Урла, это все было очень-очень классно.